всем! Продолжаются эксперименты по оформлению канала. Прошу не судить строго. Я в каждом ролике сейчас ввожу какие-то элементы, которые могут быть удачные или не очень удачные. Я выслушиваю критику, собираю какую-то статистику по одобрению, неодобрению. И как результат будет некоторый завершенный вид с течением времени. Это у нас семья наша, лебеди, голубь и голубка, которые по окончании своей Санта-Барбары опять вместе. Но фильм будет не про них. Фильм будет про кота Вилли. Вот видите, Вилли, как вы думаете, чем он занимается? Он занимается тем, чем занимается всегда, когда не спит и не ест. Он охотится. А последние дни он вот так проводит часами. Он приходит, садится на пирс и чего-то там высматривает. Вот интересно, что он высматривает. Это явно не утки, утки там дальше. А здесь очень мелко, здесь суша. Не знаю, что он там выглядывает. Мы смотрели на всякий случай, чтобы там какого-нибудь членовредительства не было такого. Нет. Похоже, там мыши. Он таскает мышей каждый вечер. Это у нас Австрия, Каринтия, озеро Осях. Для тех, кто не знает. Весна-весна. А вот это съемки начала марта, видите, по верхам, там на горах еще такой иней был. Вот эти горы, это километр. Озеро на высоте 500 метров у нас. Короче, Вилли вот там на пирсе кого-то высматривает. Вообще он понял, что мы все в карантине, и он тоже старается за пределы участка не выходить. А информация про то, что кошки могут заражаться коронавирусом. Ученые проверили, да, действительно, кошки подвержены заражению коронавирусом. Они могут также кашлять, они переносят легко, но от кошек к человеку зараза не передается. Вот это установлено абсолютно точно. То есть от кошки человек заразиться коронавирусом не может. Поэтому не переживайте. И объясняйте это друзьям, знакомым, чтобы не было такой котофобии, не возникало. Ну вот, сидит на меня, смотрит, там за ним вот компостная яма. Ну, не яма, ящик компостный. А был один, в прошлом году у меня был ролик, как лебедь мне помогал его делать. Он, уже там земля, все, земля готова, мы уже удобряли ей растения, вон ведрами таскали. И Ирина мне поручила сделать еще один. Вот видите, он стал из двух частей, вот второй даже побольше. А дело в том, что вывозить ветки некуда. Раньше каждый год то, что ты весной там нарежешь, всякие ветки, все живой изгороди довольно много, цветов, вот, все это вывозилось на костры, на пасхальные костры. То есть такой остерфойер, пасхальный костер, традиция. Собирались со всей округи, народ свозил, вот в каждой общине было такое, в каждой коммуне, скажем так, был такой костер, туда вся округа свозила деревья свои, там ветки какие-то, вот такое. А все это потом трактором, бульдозером формировалось в огромную, там метра 4-5 кучу, которая поджигалась, и вокруг нее там устраивался там напитки, пиво, музыка и праздник такой полуязыческий. Вот. В этом году в связи с коронавирусом ничего такого, естественно, нету. Поэтому, так как вот этого костра не было организовано, ветки пришлось, ну вот мы нарезали просто покороче, и вот в этот компостный ящик, который я дополнительно сделал, туда сложили. Кот у нас придерживается также режима дня. По ночам ему сказано спать дома. Вот. И вот он на ночь приходит. Вот. Сидит, смотрит, наблюдает за лебедями, скорее всего. У них продолжается такой визуальный контакт, но они друг друга стараются не пересекаться. Котик у нас немножко, чуть-чуть похудел, сбросил 300 грамм, но ему надо сбросить килограмма 1,5.
Вот смотрите, он, в принципе, не толстый. Вот по спине, по ребрам он не толстый, но у него большой подвес. А когда он ходит, вот вы обращали внимание, может быть, это не такой, вот смотрите, это у него подвес называется. Вот у некоторых пород кошек такое есть. Ему надо сбросить немножко, конечно, килограмм-полтора ему бы не помешало сбросить. Но в принципе мы его к ветеринару водили с этим. Ветеринар сказал, нет, абсолютно нормально. Ну да, вот подвес у него. Ну, немножко ему надо сбросить. Ну, учитывая его размеры, кот огромный на самом деле. Ну, его вес как бы еще в пределах допустимого. Но мы его держим на таком, на скудном пайке. Мне пришлось с болью в сердце сократить ему креветки. Теперь максимум одна в день, и то не каждый день. Кот это воспринял, конечно, с возмущением. Он ходит, преследует. Ну, мы закрываем дверь, он под дверью орет. Вот, ну, что поделать, котенька, все в твоих интересах. Спрашивают, вопросы задают по поводу линьки. Он линяет не сильно. Вообще, мы его перевели пару месяцев назад на корм с пониженным содержанием калорий. Вот Royal Canin. И после этого у него значительно улучшилась шерсть, качество шерсти. Вот, мы обратили внимание, значит, что-то там с предыдущим кормом было не совсем то. А был тоже Royal Canin для мейн-кунов. Вот после перевода на низкокалорийный у него шерсть, качество шерсти блестит, стало меньше линькать, меньше падать. И сейчас у него шубка такая очень хорошая. Но в принципе он линяет достаточно мало. В прошлом ролике вы видели робот-пылесос новый. Я там проводил испытания. Вот, очень помогает. В принципе, мы ему разрешаем прыгать там на столы. А естественно не в ту зону, где происходит готовка, а с краю. Если видели, у нас кухня такая протяженная, большая. И если он лежит на столе, то это очень-очень далеко от того места, где готовится что-то. Но такого, чтобы у нас вот кошачьи волосы где-то там в еду попадали, такого не припоминаю. Так что замечания, которые по этому поводу многие делают, можно кота, можно животное, конечно, ограничить, вот, его зашугать и держать в каком-то черном теле. Но зачем его тогда держать вообще? Воспринимайте животное, если вы его взяли, как члена семьи, со своими особенностями. Но, вот смотрите, вот это интересно. Вот это животное, на самом деле, это тигр. Вот такой тигр. Это мы в Японии, была такая интересная экскурсия, одна местность, там гейзеры, такие вулканическая деятельность и прекрасный вид на гору Фудзияму оттуда. И там такой природный заповедник, там же были сувенирные магазины. И вот было желание что-то купить, какой-то сувенир для, на подарок привезти, для дома. Мы всегда, когда бываем в каких-то таких дальних экзотических местах, секундочку, посмотрите рекламу сейчас, потом я продолжу. Голубка, я тебя поздравляю. Муж, а ты что скажешь, а? Задней лапой чешет ухо. Итак, мы привозим какие-то сувениры именно для дома, для украшения дома. И в Японии был вот этот тигр. Мы с продавцом пытались, конечно, вопрос выяснить, все-таки это тигр или это кот. Но продавец усиленно нам пытался объяснить, что по поводу года тигра вот этот кот стал тигром. Нам что кот, что тигр, кот даже лучше, мы взяли. Но очень симпатично сделано, очень такое хорошая игрушка. Котик занимается своим наблюдением, сейчас он смотрит на кормушку. Там кормушка и птицы играют. Вот там птички летают, и кот тоже за этим может наблюдать достаточно долго. В общем, жизнь у кота течет своим чередом. А на этом все. Подпишитесь, пожалуйста, на канал. Вот, надо нажать и подписаться. Или нажмите на одну из иконок, чтобы посмотреть другой фильм.
Здоровья и успехов вам!